Всем привет, друзья! Продолжаем прогулки по Харькову, по знакомым и незнакомым улицам города с новостями. На этом канале время от времени знакомим вас с последними событиями, происходящими в Харькове, с разной информацией, заслуживающей внимания. Продолжается аномальная жара как для нашего региона. Понятно, что лето без жары не бывает. Для кого-то лето – это море, отпуск и развлечения даже сейчас. Для других, как, например, для меня, плен жары и раскаленного асфальта. В городском транспорте в жару настоящая парилка. Если маршрутка, троллейбус или трамвай забиты пассажирами, ни окна, ни открытые люки не спасают. Духота невозможная. Температура такая, что, кажется, сейчас машина расплавится. Есть, конечно, исключение приятное. В некоторых троллейбусах работают кондиционеры, но такие встречаются редко. Харьковчане спасаются в метро. Единственный городской общественный транспорт, где прохладно. Плюс 35 и выше в тени. Которую неделю Харьков изнывает от аномальной жары. Спасаясь от нестерпимого зноя, харьковчане штурмуют городские пляжи и водоемы. Чуть ли не с рассвета горожане отправляются поближе к воде, чтобы занять местечко получше. А в городе духота и зной. Воздух вкуса раскаленного камня и асфальта. Плюс к этому добавляются проблемы со светом. В Харькове и области введены новые графики отключений. Суммарно свет отключают на 12 часов в день. То есть 3 часа есть свет, 3 часа нет. И так каждые 3 часа. До этого в городе в некоторых районах света не было более 8 часов, а в области до 10 часов. Причину называют сложная ситуация в энергосистеме Украины из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов, а также аномальные погодные условия. При отключении электроэнергии на собственных автономных устройствах питания, генераторах в Харькове работают магазины, аптеки, рынки, заправочные станции, ресторанный бизнес. По данным Харьковского горсовета, в городе функционирует около 4000 предприятий торговли, 1600 ресторанного хозяйства, 1100 бытового обслуживания, а также 48 рынков. Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные про потребительские цены в июне 2024 года в сравнении с маем и началом года. Потребительские цены в Харьковской области в июне 2024 года по сравнению с маем выросли на 1,5%, а с начала года на 3,9%. Наиболее радикально изменился для потребителей тариф на электроэнергию. Он вырос на 63,6%. Также существенно подорожали яйца на 22,7%. Добавили в цене сахар, подсолнечное масло, овощи, рыба. Кроме того, на 8,9% поднялась стоимость перевозок железнодорожным пассажирским транспортом. При этом дешевле стало молоко на 3,5%. Мясо на 1,7%, макароны на 1,5%. По оценкам Главного управления статистики, подешевели на Харьковщине также одежда и обувь на 2%. А между тем в метро в Харькове обновляют название станции Ярослава Мудрого. Сотрудники метрополитена устанавливают новые буквы с названием на путевые стены на станции Ярослава Мудрого. Ранее станция носила название Пушкинская.
Ну и в город прибыли 7 трамваев, подаренных Харькову городом Пылзень в качестве помощи. Они уже разгружены и скоро выйдут на улицы города. Ну и как без переименований? Эта тема присутствует в каждом нашем видеовыпуске. Активисты «Деколонизация Украина» подали обращение к главе Харьковской областной администрации о переименовании улицы Дружба народов в Харькове именем Александра Клушина. Он жил на этой улице, один из ультрас движения в городе. Погиб, защищая Харьков. Также есть предложение по улицам Героев Труда и Академика Павлова. Назвать их именами Гетмана Мазепы и Симона Петлюры. Вы помните, в одном из прошлых видеовыпусков на канале я рассказывал про улицу Академика Павлова, которую предлагают переименовать в улицу Степана Бандеры. Таких названий в Харькове до сих пор нет. Это довольно большие улицы, которые должны были бы образовать качественный топонимический ансамбль, сообщили активисты. Также направили обращение с просьбой переименовать улицу Маршала Рыбалка именем Даниила Дидика, который жил в этом районе, и проспект Курчатова в Пятихатках именем координатора Евромайдана Игоря Толмачева. Еще предложено переименовать улицу Бучмы на Салтовке. Кроме этого, активисты требуют убрать памятник Высоцкому в Харькове и название «Киев» на русском языке на одноименном кинотеатре. А еще в Харькове завершили ремонт беседки фонтана «Зеркальная струя», которая была повреждена в результате обстрелов. Ну и еще немного вам городской романтики и пейзажей города Харькова.